Всем привет! Вы смотрите рубрику «Лайк Топ» на канале Лайк Центр. С вами, как всегда, я, Альфия Сайтакова. Многие из вас частенько задаются вопросами, как стать миллионером, как запустить свой бизнес, как стать успешным. Существуют десятки эффективных мотивационных бизнес-тренингов, но такой формат подходит далеко не всем. Как быть, спросите вы? Стать учеником самых успешных бизнесменов в истории, и для этого достаточно просто удобно устроиться на диване, открыть книгу. Да-да, именно о книгах сегодня и пойдет речь. Вашему вниманию представляю топ-9 лучших книг о бизнесе по версии лайка. Поехали! Роберт Хакстон, Уоррен Баффет. Как превратить $5 в 50 миллиардов. Стратегия и тактика великого инвестора. Имя Уоррена Баффета уже давно стало нарицательным. И дело не только в том, что Баффет считается величайшим инвестором в мире. Он обладает развитым чувством времени. Его подход к бизнесу позволяет приумножать многомиллиардное состояние даже в период финансовых потрясений. Автор книги Роберт Хакстон исследовал биографию инвестора и на его жизненных примерах описал тактику успешной работы с финансами. Если вы устали от бесконечных цитат об успехе, задаетесь вопросом «как?», то эта книга для вас. Вы не раз вернетесь к ней за советом. Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Книга о разнице мышления богатых и бедных людей, написанная простым языком. Через жизнь героя книги знаменитый предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки рассказывает о базовых понятиях мира финансов. Стоит отметить, что в нашей стране книги Кийосаки относятся неоднозначно и сводят все идеи автора к формуле «бери и делай». Как сказал бы сам Роберт, зато теперь у нас будет гораздо меньше конкурентов. Это и есть разница мышления между богатыми и бедными людьми. Писательницу Айн Рэнд, урожденную Алису Розенбаум, большинство людей знает по роману «Атлант расправил плечи», но лишь ценителям ее таланта известно, когда зародились идеи и принципы ее знаменитого бестселлера. Если «Атлант» — это история о противостоянии большого бизнеса и государства, то роман «Источник» рассказывает нам о двух архитекторах, чья конкуренция оказывает влияние на всю Америку. При этом книга не сколько о бизнесе, а сколько о верности к себе, к своему делу, разнице между людьми и принципами, которые обеспечивают любому организму выживание, будь то человек, компания или само государство. Стивен Кови. 7 навыков высокоэффективных людей и 8 навыков. Современная психология уже давно стала частью объективного мира, чему поспособствовал мировой бестселлер Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей». Исследуя психологию и биографию успешных бизнесменов, он вывел их общие черты и сформулировал основные техники, которые способствуют развитию качеств успешного человека. По наблюдению автора, именно личностные качества способны объединить людей и мотивировать их на достижение результатов. Книга «Восьмой навык» является продолжением работы Стивена. Она менее известна, чем первая книга, но по признанию экспертов именно «Восьмой навык» является главным писательским достижением в жизни автора, и в этом уже убедились несколько миллионов человек. 45-й президент Соединенных Штатов Америки, глава строительного конгломерата Trump Organization, человек с бешеной энергетикой, как никто другой знает, что такое цена успеха и как важно не останавливаться. Победой наслаждаются только неудачники. Одна из его знаменитых цитат, которая большинству кажется непонятной. Все потому, что на личном примере в своей книге Трамп развенчивает иллюзии об успехе. Это не везение и не дар, это тернистый путь, в котором нужны крепкая воля, способность держать удар, думать головой и нести ответственность перед людьми. Если вы достигли победы, впереди вас ждет новая схватка, и к ней стоит быть готовым. Мы тоже советуем вам не тормозить и подписываться на канал, чтобы ничего не пропустить, а мы идем дальше. Насиб Талеб. Антихрупкость. Автор «Черного лебедя» считается главным мыслителем нашего времени. Успех его второй книги «Антихрупкость» еще раз подтверждает это суждение. Книга стала не просто путеводителем по современному миру экономики и бизнеса, но и настоящим манифестом успешного бизнеса. Талеб проводит параллели и рассказывает об ошибках прошлых поколений. Пишет о людях, которые в условиях полного хаоса смогли организовать свои предприятия и не побоялись открывать даже банки. Ну а если вы уже начали свое дело, Талеб научит, как избежать влияния черных лебедей и сделать свою компанию гибкой, обрести истинную антихрупкость. Отечественные предприниматели тоже не обделены талантами, и чтобы не обходить их стороной, вот 3 примера, достойные вашего внимания. И далее в нашем списке Олег Тиньков. Как стать бизнесменом.
Как говорит владелец Тинькофф банка, свою первую инвестицию в банковский проект он совершил без всякого понимания, как вести это дело. Не знал ни терминов, ни требований Центробанка. Чтобы все освоить, ему помогли только воля, страсть и фантазия. Свой опыт успешного ведения бизнеса он изложил в книге «Как стать бизнесменом», где помимо собственных примеров рассказал о принципах маркетинга, реализации продаж и менеджменте внутри компании. По сравнению с другими книгами издания Тинькова отличается особой откровенностью и внимательностью к тенденциям современного мира. Каждый российский менеджер сталкивается со спецификой сотрудничества с российскими коллегами. Об этом практически не пишут, но автор книги «45 татуировок менеджера» Максим Батырев восполняет этот дефицит и переворачивает привычную систему координат с ног на голову. Он обличает грехи современных руководителей, призывает избавлять своих подчиненных от розовых соплей тимбилдинга из европейских офисов, и во главу угла Максим ставит доверие. Если в компании выстроены искренние, добрые, человеческие отношения между сотрудниками, то воровать, халтурить никто не будет. Радислав Гандапас. Харизма лидера. Стоит признать, что люди, обладающие харизмой, каким-то мистическим образом оказывают влияние на всех, кто рядом. Привлекать внимание и уважение к своей личности – это мечта любого руководителя. Радислав Гандапас в своей книге доказывает, что харизма может быть управляема, и более того, она необходима любому лидеру. Иными словами, нет харизмы – нет и лидерства. Разумеется, это не значит, что харизму нельзя приобрести, как любой другой навык или компетенцию. Мы хотим вас предупредить, что невозможно научиться вести дела и добиться высоты, просто изучив инструкции, изложенные в книгах. Все вышеупомянутые авторы сходятся в одном мнении. Ваши навыки основываются на личном опыте работы. Имейте в виду, книги предлагают лишь альтернативную точку зрения и возможность увидеть свои возможности в новом спектре. Ставьте пальцы вверх и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите в комментариях о книгах, которые повлияли на вашу жизнь. А с вами была самая топовая ведущая. До скорого!